Как я и обещала, вот и новая игра. Ребят, всем привет! Вы на канале Red Annette, а это Mass Effect. Я недолго думаю, если честно, выбрала его на прохождение. Это достаточно такая большая игра. Я скачала прям все три части разом. Есть такой пак есть, или я не знаю, как его назвать, от 21 года. Я думаю, давай, что нам, 100 гигабайт всего лишь занимает, ну да, что нам? Давайте начнем, потому что я очень хочу в нее поиграть. Значит, что у нас? Давайте дополнительно быстро пробежимся. Настройки. Зернистость, наверное, выключим. Сглаживание окей. Рассеянное затемнение. Которые должны получать меньше рассеянного света. За счет чего достигается большая глубина и реализм. Окей. Здесь я ничего сделать не могу почему-то. Так, здесь у нас все Full HD. Я думаю, пойдет. Так, калибровка. Это ничего нам не надо. Звук. Со звуком, я думаю, тоже проблем нет никаких. Управление. Чувствительность мыши. 50. Обалдеть. Ну, подожди, что тут? Управление стрельбой по умолчанию. Ага. Ни хрена не понятно, просто нажимаем новая игра и поехали. Добро пожаловать в базу данных Вооруженных сил Альянс. Запрос доступа к засекреченной информации. Ой, куда это мы залезли? Устанавливается связь по защищенному каналу. Связь по защищенному каналу установлена. А что это? Ладно. Так. Здесь либо, как всегда, за прекрасного мужчину играем, либо за такую красивую девушку. А новые данные это что? Вручную ввести данные о карьере и физических характеристиках в базу данных Нормандии. Давайте по классике. Я по классике пойду. Идентифицируйте себя. Так, это уже. Восстановление профиля завершено. Так, землянин, репутация уцелевший, класс солдат. Изменить какие-либо параметры будет невозможно. Да и ладно. Личность идентифицирована. Так, уровень сложности. Слушайте-ка, ну безумие это точно пока что не для меня. Я не настолько стрелок. Трудный или невыносимый? Давайте возьмем трудный, просто чтобы посмотреть, что это вообще такое. В любом случае, нас целых 2 части еще ждут, поэтому давайте так. Автораспределение. Не знаю, что это такое. Адаптивный уровень. Подожди. В классическом режиме будет использоваться диапазон уровня 1-60 вместо нового 1-30. Количество опытов и очков умения остается неизменным, удваивается только количество уровней. А легендарный это чё? Не знаю, давайте классический поставим. Использование умения отрядом. Нет, защитные все. Давайте все. Так, субтитры давайте включим. Автосохранение, да как бы войной, включение подсказок. Я думаю, они не сильно нам и что-то изменят. Пускай. Пускай будет. Итак, что же с Шепардом? Родился на Земле, но о родных никаких сведений. Нет у него родных. Он вырос на улице. Научился сам о себе заботиться. На Акузе Красиво он как. пережил гибель всего своего подразделения. Такие вещи не проходят без последствий для психики. Кто видел смерть товарищей, у того потом всю жизнь душа болит. Шепард умеет терпеть боль. Такой ли человек нам нужен, чтобы защитить галактику? Только такой человек и сможет ее защитить. Я приму решение. Так, в 2148 году исследователи обнаружили на Марсе останки древней цивилизации космических путешественников.
В течение нескольких последующих десятилетий эти артефакты открыли тайны новых удивительных технологий, позволивших совершать полеты к самым далеким звездам. Основной основой этих технологий стало что-то там. Я не успела. Ладно, потом. Вы, если что, на паузу поставите, дочитайте, а я, когда монтировать буду, посмотрю. Ой, очень красиво было. Начинаю процедуру перехода. Капитан. Мы подключились. Идет расчет транзитной массы и направления. Ретранслятор в режиме. Выходим на вектор. Обалдеть. Приготовиться к переходу. Готовность номер 1. Начинаем заход. Блин, это очень круто. Контакт с ретранслятором через 3, 2. Ой, я там торпеда полетела. Малая тяга. Норма. Навигация. Норма. Внутренние тепловые коллекторы задействованы. Все системы работают. Дрейф в пределах 1500. 1500 это хорошо. Ваш капитан будет доволен. А, Вот нифига себе. гандон. Найлус сделал вам комплимент, а вы его ненавидите. Если ты вышел из сортира и при этом не забыл застегнуть комбез, это хорошо. А я только что совершил прыжок через всю галактику и попал в цель не больше спичечной головки. И это уже мега круто. К тому же спектр. Блядь, а там стоит позади же. Мне не нравится, что он на борту. Считайте меня параноиком. Спектр, Вы это, наверное, параноик. раса. Совет помог профинансировать проект. У них есть право проверить, на что пошли их инвестиции. Да, официально все именно так. Но только идиот верит в официальные версии. А, тут еще, видишь, там это... Выбирать надо. Да А! Так. Преувеличивать. Хорош пиздеть. Достаточно. Вы солдаты. Ведите себя соответственно. Простите, капитан. О. Джокер, доложите Лучше обстановку. просто Только опустить что их и прошли все, через ретранслятор, капитан. чем сейчас вот это вот вставать со Стелс-система стороны на сторону. запущена. На вид все спокойно. Хорошо. Найдите коммуникационный буй и подключитесь к сети. Я хочу, чтобы начальство получило наш доклад до того, как мы достигнем Иден Прайм. Слушаюсь, капитан. Советую застегнуть все пуговки. В вашу сторону движется Найлус. Он Он уже его здесь, любит, да. лейтенант. Передайте капитану. Мы встретимся для инструктажа в радиорубке. Слышали, капитан? Да, Я уже иду. просто Ты да из-за и все. меня? Или капитан у нас все время малость в бешенстве? Только когда говорит с вами, Джокер. Так. Слушайте, знаете, вот чувствительность все-таки надо понизить. Так, управление. Давайте вот так попробуем. Во. Вот так более-менее. А, у нас только все бегом, да? Да я же говорю, я его видел. Ой. А как Прошел убрать? мимо с таким видом, будто он на задании. Он же спектр. Ой-ой. И все время на задании. А мы и тащимся за ним следом. Какое это я нажала? Я на shift нажала, а что, бегать нельзя? Так, это присесть. Подожди, давайте проще сделаем. А, блядь, клавиш нету, да? А, нет, подожди, значение клавиш. Так, присесть, понятно. Рывок, карта снаряжения, журнал, кодекс. F5 сохранение, быстрая загрузка, битва, выстрелить. Ближний бой F. Использовать первую помощь, бросить гранату. Тактический дисплей. Удерживать. Ого. Так, подожди, давай-ка. Ага, а теперь у меня другой вопрос. А как это убрать?
Это не то место, где часто бывают спектры. Погоди. Что-то не договаривает об этой миссии. Что-то я куда-то нажала, Здесь командует капитан. а куда не знаю. Ну и ладно. Я думаю, сейчас у нас скипнется. Давай, как поговорить с тобой? Опять он на нас смотрит на нас, как на дебила. Капитан Шепард, хорошо, что пришли раньше. Будет возможность поговорить. О чем? О чем? Меня интересует та планета, куда мы летим. Иден Прайм. Я слышал, там довольно красиво. И чё? Я космопех, а не турист. Это ведь не просто туристическая точка, верно, Шепард? Иден Прайм для вашего народа настоящий символ. Прекрасная маленькая планета на границе ваших территорий. Доказательство того, что человечество способно не только создавать колонии, но и защищать их. Но так ли там безопасно? К чему это? Если вы хотите что-то сказать, так говорите прямо. Ваш вид еще новичок, Шепард. Галактика может быть очень опасным местом. Готов ли Альянс к этому? Вид, он про людей, наверное, имеет в виду. Думаю, пришло время рассказать капитану, что на самом деле происходит. Это задание не просто пробный полет. Ну, это очевидно. Я уже догадался. Нам нужно незаметно забрать кое-что с Иден Прайм. Поэтому понадобился специалист по тайным операциям. О, как. Что это? Какой будет груз? Ученые копали на Иден Прайм, нашли какой-то маяк. Видимо, протеанский. Что это значит? Я думал, что протеане исчезли 50 тысяч лет назад. Но осталось их наследство. Ретрансляторы, цитадель, двигатели наших кораблей. Все это основано на протеанских технологиях. Вопрос не шуточный, Шепард. В последний раз подобное открытие подтолкнуло человечество на 200 лет вперед. Но на Иден Прайм нет возможности работать с такими предметами. Чтобы как следует изучить маяк, мы должны вывести его на цитадель. Капитан, эта находка выходит за рамки интересов человечества. Открытие такого масштаба повлияет на все расы в пространстве цитадели. Охренеть. Так, подожди-ка. Зачем уведомлять о нем совет? Нам не нужна помощь. Ну-ка. Почему бы не оставить маяк себе? У вас, людей, не самая лучшая репутация. Некоторые расы считают вас эгоистичными, слишком непредсказуемыми, слишком независимыми, даже опасными. Если мы расскажем о маяке, улучшим свои отношения с Советом. К тому же, нам нужна Хотя, с их другой научная стороны, это помощь. логично. Они знают о протеанах больше нашего. Маяк не единственная причина, по которой я здесь, Шепард. Найлус хочет увидеть вас в деле, капитан. Он хочет вас оценить. Зачем? Что происходит, капитан? Альянс уже давно добивается этого. Человечество хочет играть более важную роль в межзвездной политике. Мы желаем оказывать больше влияния на Совет Цитадели. Спектры — это власть и авторитет. Если они примут в свои ряды человека, все поймут, сколь многого смог добиться Альянс. Немногие смогли бы пережить то, через что вам пришлось пройти на Акузе. Вы показали сильную волю к жизни. Это весьма полезный талант. Вот почему я выдвинул вашу кандидатуру на место Спектра. Ага. Ну, логично, почему именно его. Отказываться-то нет смысла. Ну, какие наши действия будут? Просто скажите мне, что делать. Мне нужно самому увидеть, на что вы способны, капитан. Иден Прайм будет первым из нескольких заданий. Вы будете руководить командой наземных бойцов. Заберете маяк и быстро доставите его на корабль. Найлус пойдет с вами и будет наблюдать за ходом миссии. Разузнать, наверное, типа вопросы?
Ага. Давайте по очереди. Что вам известно о протеанах? То же, что и любому школьнику. Технически развитая раса правила галактикой 50 тысяч лет назад. Потом сгинула. Куда и почему неизвестно, хотя теорий куча. Понятно, что без протеан нашей цивилизации не было бы. Угу. Их цитадель — сердце галактического сообщества. Без их ретрансляторов были бы невозможны межзвездные путешествия. Мы все в огромном долгу перед протеанами. Так, это супертехнология. Окей. Давай дальше. Мне хотелось бы больше знать об Иден Прайм, прежде чем мы там окажемся. Но что тут можно сказать? Мирная, аграрная планета – одна из самых старых и успешных наших колоний. Мы показали, что готовы заселять новые планеты, готовы выйти за пределы Земли. Иден Прайм – символ эволюции человеческой расы, а теперь прославится еще и как место, где люди совершили открытие галактического масштаба. Если все не пойдет по одному месту. Давайте Почему про маяк этот этот. маяк так важен? Вся современная цивилизация в галактике основана на технологиях протеан. Даже ваша. Если бы мы не нашли протеанские развалины на Марсе, то до сих пор торчали бы на Земле. Там был всего лишь маленький диск с данными, а тут целый маяк. Что если это архив по вооружениям? Нельзя, чтобы он попал не в те руки. Кого он имеет в виду? Кому, например? Аттический траверс — не самый стабильный сектор пространства цитадели. Там орудует немало криминальных группировок. Для них протеанский маяк — достаточная причина, чтобы рискнуть и напасть на корабль Альянса. К тому же Иден Прайм находится на границе систем термина. Систем термина? Аттический траверс находится под защитой цитадели. Если системы термина нападут на нас, это будет актом войны. Теоретически да. Но некоторые расы в системах термина могут быть не против развязать войну. Вряд ли Совет порадуется масштабному конфликту с системами термина. Так что мы должны все сделать без шума. Ой, ну поехали. Как прикажете, капитан? Мы уже на подходе к Иден. Капитан, у нас проблема. Что на Что этот случилось, раз? Джокер? Сэр, сообщение с Иден Прайм. Посмотрите сами. Выводи на экран. Прям оттуда отправили. Ложись! На нас напали! Несем тяжелые потери! Повторяю, тяжелые потери! Не можем! Эвакуация! Они свалились из ниоткуда! Требуется... Что-то там явно такое очень большое. Видел? После этого все обрывается. Сигнала нет. Вообще ни хера нет. Перемотай на 38,5. Что это такое? Они явно что-то Докладывайте. знают. 17 минут полета, капитан. Кораблей Альянса в районе нет. Вперед, Джокер, быстро и тихо. Задача только что сильно осложнилась. Ударная Очень группа сильно. может выдвинуться быстро и не привлекая внимания. Это шанс забрать маяк. Встречаемся в грузовом трюме. Шанс-то шанс, а что это такое? Пусть Аленка и Дженкинс готовятся. Вы идете на выход. Чё за эти? Включаю стелс-системы. Я гляжу, кое-кто тут нехило поработал, капитан. Ваш отряд — главная сила операции, капитан. Прорывайтесь прямо к месту раскопок. Что делать с выжившими? Вот он. Помощь выжившим — задача второстепенная. Главная ваша цель — это маяк. Заходим на точку 1. Ага. Майлус, вы идете с нами? Один, я двигаюсь быстрее. Какой-то... Майлус Ну и иди. пойдет вперед для разведки. Он будет сообщать вам о ситуации. В остальном, прошу соблюдать тишину в эфире.
Окей. Служу Альянсу, сэр. Успех миссии зависит от вас, Шепард. Удачи. Заходим на точку 2. Ничего себе, там у нас корабль. Ага. Ой, По периметру все спокойно, капитан. так. А, нихуя, и улетают. Ну, пойдемте. Колонии сильно досталось, капитан. Повсюду враги. Надо смотреть в оба. Черт! Я не знаю просто, что это такое, как бы, но его нахрен. Так, подожди, М. Очка. Мне послышалось или... Знаете что? Блять, я забываю, что тут shift не тот. Ой-ой-ой, подожди. Управление. Вот. Подожди, а как бегать-то или... ну хотя мы и так бежим, по идее. Черт! Что здесь произошло? Офигеть. Левый shift, чтобы сменить оружие. Угу. Так, он мелочь бегает. Чё-то здесь не... Найс. Блять. Подожди, его же можно поднять? Подожди, а как? Как его? Подожди, а как хилить? Фу, блять. Себя отхилила. Погоди. Назначение. Так. Использовать первую помощь, ближний бой. Так, тактический дисплей, приказать построиться. А можно их поднимать? Нет? Идти вперед, идти влево. Ремонт R. И все. А что мне с ним? А мне можно его как-то поднять? Нет? А где второй мой? Подожди, а как? Ага. Так, это наши все, правильно? Кодекс. Это ладно, это мы потом почитаем. Так, журналы — это задание. Но... Выстрел пробил его защиту. У него не было ни шанса. Ну, вообще Мы заслуживает. проследим, чтобы его похоронили со всеми почестями, когда завершим миссию. А сейчас не отвлекайтесь. Слушаю, сэр. Ну, я думаю, да, логично. Надо было на пробел нажать, оказывается. Так. Погнали. Блять, вот зато хилку просрала. Вот это я... Да. Так, подожди. Дробовик. Так, это штурмовая винтовка. Пистолет, понятно, дробовик. И снайперская, да? А теперь... Дай-ка. Вот так вот. Нет. Дай-ка останемся на этом. Шепард, здесь несколько сгоревших зданий и много трупов. Я разведаю обстановку. Постараюсь встретиться с вами. Получать способности Место отряда на раскопа. экране. Использовать приказы или же используйте Z, U или E. Вот если... Блять. Идешь, да? Где ты его там увидел? Скотина такая.
Мне просто интересно, а что-то лежать именно будет здесь или нет? О, что-то ни хрена это не прикольно. А, у нас со временем здоровье, походу, да, восстанавливается? Ой. Ой. Ой, это не она была случайно тогда в сообщении? Что такое? Ох, блядь. Это что за твари такие? Блядь, где они? Я понял, пацаны, у нас другие тут есть вещи поприкольнее. Спасибо за помощь, капитан. Честно... Ой. Сержант Эшли Ладно. Уильямс, взвод 212. Вы здесь главный, сэр. Что произошло? Мне нужен рапорт, Уильямс. Да, боже. Мы патрулировали периметр, когда началась эта атака. Мы попытались послать сигнал бедствия, но они отрезали всю связь. С тех пор я постоянно сражаюсь за свою жизнь. Что с отрядом? Где все остальные члены отряда? Мы пытались вернуться к маяку, но попали в засаду. Я не думаю, что остальные... Кажется, в живых осталась только я. Кто это был? Вы знаете, с кем мы имеем дело? Думаю, это геты. Гетов не видели за пределами Вуали уже почти 200 лет. Что они здесь делают? Наверное, им был нужен маяк. Как Место и нам. раскопок закрыто. Оно за тем холмом. Маяк должен быть там. Слушайте, если они маяк этот охраняют, а нам он нужен, ну, пускай она нас отведет. Или, не знаю, остаться есть здесь. Вы пойдете с нами, Уильямс. Нам нужно найти маяк. Дай Так попробуем. точно, сэр. Пришло время расплатиться. Пойдем. Выходим. Хотя можно было ей вопросы задавать, но ладно. Слишком много было этих всяких. Нажмите «Покиньте корабль», чтобы открыть меню отряда и распределить очки умений новых членов отряда. Да, Эшли, вот это она и есть. Очки, говорите? Я что-то так и не поняла еще Маяк где-то. находится в конце этой траншеи. Подожди. Во, легкая броня. Давай возьмем. Подожди, тут что-то еще есть. Блин, так странно, типа взаимодействие через пробел. Так, давай все забирать. Все, что можно, все берем. Так, мы пришли оттуда, да? Охренеть. Они их просто на копья эти насаживают и все. Указанные точки вы укройтесь за камнем. Ага. Понял. Так, подойди к краю, нажмите левую кнопку мыши, чтобы вести огонь. Чтобы выглянуть из-за укрытия. Ага. Ой. Чтобы переключить приседание в ручной режим, приседи удобно прицеливаться. Да, есть такое. Так, подняться. Ага, все. Наверху у них этот показан. Зараза, спрятался. А я вижу тебя. Не, нихуя это так не работает, короче. Подожди, а есть какая-нибудь граната, что-нибудь такое?
Бля, блин, стоит. Уф. Так, неплохо. Есть что, нет? А если найду? Так. Раскопки проводились здесь. Тут был и маяк. Наверное, его куда-то перенесли. Кто? Наши или геты? Сложно сказать. Может быть, мы разузнаем что-нибудь в лагере ученых? Может. Как вы думаете, кому-нибудь удалось выжить? Если им повезло. Может, спрятались в лагере. Он находится на этой горе, за уступом. Угу. Планы меняются, Шепард. Окей. Впереди небольшой космопорт. Я проверю, что там. Буду ждать вас около него. Окей. Штурмовая винтовка. Я вообще не понимаю, что мы берем, если честно. Хотя... Так, урон 135, да? Мощность 2 и точность 19. Ну, давай попробуем. Так. Ага. Точность 69, мощность... Да, давай тоже берем. Лезвие 112, мощность 4, 61, 57. Небольшая разница. Так, а вот и броня. Ну броня здесь хуже. Хотя лучше щит и защита от тех и биоурона. Защита от физического урона 17 и 12. Ну-ка. Не, давай-ка на этом останемся пока что. Потом разберемся. Так, маяк отсюда унесли, значит, да? Ага. Так, погоди-ка. Что-то я куда-то не туда пошла. Так. Нам вот сюда надо. Ставить флажок. Так, а как туда пройти? А как нам туда пройти? Нет, здесь нам не пройти. Нет, это просто место раскопок. Скорее всего, надо вернуться обратно. Скорее всего, надо вернуться. Где-то должен быть проход или типа того. А может быть и нет. Так, подожди, место раскопок. Не-не-не, погоди. Погоди. Не то делаю. Показывает, что типа здесь проход. А, вон он. По идее, вон он. Да. Блин, еще и столько оружия у нас. И я впервые вижу, что в самом начале... Похоже, лагерь сильно пострадал. Причем очень. Удобное место для засады. Смотрите в оба. Обалдеть. Криповенько выглядит. Они все еще живы. Что геты сделали с ними? Ну, то какие-то эти, нано. Нихуя себе. Так, я понял. Иди сюда. Блять. С винтовки. Ой, с этого. Как она? Штурмовая винтовка, да. Обалдеть. Подожди, есть еще какие? Нет? Нет. Какой кошмар. Так, там явно ничего Дверь нет. заперта. Ой! Включена система безопасности. А что это я нажала? А что это я сделала? Найс. Так, чтобы открыть некоторые закрытые объекты в игре, требуется дешифровка или электроника. Если у одного из членов отряда есть нужный навык, вы сможете открыть объект в интерфейсе дешифровки или электроники. Или же потратьте унигель. Продвигайтесь к центральному ядру, перемещайтесь вокруг кольца с помощью мыши.
Нажмите левую и правую кнопку мыши, чтобы двигаться внутрь и наружу. Избегайте программ безопасности. И чё? Подожди, и чё делать? Вот и все. Так. Стоит кто-то. Люди, хвала Создателю. Напугала. Закройте дверь, пока они не вернулись. Вы кто? Что вы здесь делаете? Я доктор Уоррен. Я возглавляла эти раскопки. Когда они напали, мы побежали прятаться. Видимо, им нужен был маяк. К счастью, его здесь уже не было. Сегодня утром его перевезли в космопорт. Мы с Мануэлем помогали свернуть лагерь. Когда началась атака, пехотинцы сдерживали их, чтобы мы смогли спрятаться. Они отдали свои жизни, чтобы спасти нас. Никто не спасся. Время людей закончилось. Скоро здесь останутся только руины и трупы. Ну-ка. Что еще вы можете рассказать мне про нападение? Все случилось очень быстро. Мы собирали оборудование, а через несколько секунд уже прятались в здании. И геты рыскали по всему лагерю. Слуги разрушителей. Геты, тут эти роботы. Тьмы. Глашатаи нашего исчезновения. Какой-то он это. Мы слышали, что снаружи идет бой. Выстрелы, крики. Я думала, это никогда не закончится. А потом все вдруг неожиданно стихло. Мы продолжали сидеть здесь. Даже пошевельнуться не могли от страха. А потом пришли вы. Угу. Так. А вы не заметили здесь турианца? Я его видел. Он пророк. Он вел в бой наших врагов. Он был здесь перед нападением. Это невозможно. Что? Перед нападением Найлус был с нами на Нормандии. Он никак не мог оказаться здесь. Извините, Мануэль немного не в себе. Мы не видели турианца. Мы прятались здесь с тех пор, как началась атака. Этот говорит, что видел. Только, судя по всему, не Найлуса. Это говорит, что никого не было. Вы Окей. можете рассказать мне про этот маяк? Это какой-то модуль данных из галактической коммуникационной сети. На удивление, хорошо сохранившийся. Он может помочь нам совершить величайшее открытие нашего времени. Удивительные новые технологии, революционные медицинские открытия. Кто знает, какие секреты скрываются внутри. Мы освободили сердце зла, разбудили зверя, выпустили на свободу тьму. Мануэль, пожалуйста, сейчас не время. Так. А что случилось с вашим помощником? Что он реально Мануэль какой-то блестящий странный. ученый, но он всегда был немного странным. Гений и безумие – две стороны одной медали. Видеть будущее – это безумие. Видеть, что нас всех ждет гибель. Понимать, что спасения нет. Надежды нет. Я не сошел с ума. Я единственный, кто не сошел с ума. После нападения я дала ему двойную дозу лекарства. Это как помните цитата великих? Ты либо безумец, либо гений. Это две крайности одной сущности. Кто узнал откуда, лайк поставь. Ладно, Уильямс, давайте их оставлять. ведите нас в космопорт. Вам это не остановить. Никому их не остановить. Грядет тьма. Тьма вечности. Тише, Мы Мануэль. поняли. Иди, приляг. Тебе станет лучше, когда подействует лекарство. Двойную дозу. Там тройную надо ему, мне кажется. Так. А что, здесь открыто? Во. Так, молот. Феникс. Снайперская винтовка. Угу. Мы немножечко вас заберем. Все, походу, да? Так, дай-ка гляну. 83, мощность 1, точность... Слушай, она на десяточку-то побольше. А, тут вообще хрень, да, полная? Окей.
Слушайте, уже первый лок, а даже оружие находим. Сарен? Чего? На этого похож. На... Как он? Блять, на Альтрона. Мое задание, Сарен. Что ты здесь делаешь? Совет решил, что тебе не повредит моя помощь. Сейчас он его убьет. Я не ожидал встретить здесь гетов. Ситуация сложная. Спокойно. У меня все под контролем. Он просто взял и убил его. Вдалеке. Это корабль! Посмотрите, какой огромный! Ебать того. Охренеть. Блять, я понял. Так, вон еще там. Да ёб твою мать. Ой-ой-ой. Перегруз произошел. Так, иди сюда. Ой, подожди. Это что я взяла? Я дробовик взяла. Дробовик не хочу, а вот из винтовки штурмовой мне как-то поприкольнее стрелять. Хоть там корабль был. Так, давай-ка быстренько смотреть. Что еще тут где есть? Так. Сейчас отключим. Пожалуйста, не стреляйте! Мы выходим! Мы не вооружены! Все кончилось? Они ушли? Ушли. Мы с ними разобрались. Эти штуки шныряли повсюду. Они бы обязательно нас нашли, если б не вы, нам всем крышка. Я все еще не могу поверить. Когда мы увидели корабль, я подумала, что это конец. Он появился перед нападением. Я сразу понял, что тут что-то не так. И мы побежали прятаться. А вы кто вообще? Ну ладно. Работяги, получается, Расскажите обычные. мне все, что помните о нападении. Мы трое работали в поле, когда появился этот корабль. Мы А, его увидели, побежали. Я не знаю, что случилось со всеми остальными. Они были у гаража, совсем рядом с космопортом. Там, где приземлился корабль. Они не могли выжить. Откуда ты знаешь? Мы ведь выжили. Если они добежали до гаража, то могли остаться живы. возможно. Так. Вы что-нибудь знаете о протеанском маяке, который они раскопали? Да мы всего лишь фермеры. Мы слышали, что им удалось что-то найти, но нам-то что? А тут такие дела творятся. Что это за корабль Можете был? еще что-нибудь рассказать об этом корабле? Я Найло смотрел, знала. тут его рассматривать. Походу, он приземлился Кто возле это? космопорта. Коул, расскажи им про шум, про этот ужасный шум. Когда корабль спускался, от него шел какой-то странный сигнал. Было похоже на визг демонов. Только он звучал прямо в мозгу. Может быть, они пытались заблокировать коммуникации? Что бы это ни было, оно как будто разрывало череп на части. Я вообще ничего не соображал. Угу. Мне пора идти. Ладно, спасибо. Эй, Коул, мы всего лишь фермеры, а они солдаты. Может быть, отдать им все? Чтоб тебя, Блейк. Учись держать свой гребаный рот на замке. Коул, ты мне хочешь что-то рассказать? Одни ребята в космопорте промышляли контрабандой. Ля ты Ничего крыса, а? особенного. В обмен на часть выручки мы позволяли им хранить здесь товар. Промышляли контрабандой, да? Какие именно пакеты? Я нашел пистолет и подумал, что он может пригодиться, если эти твари вернутся. Но вам, наверное, все это нужнее, чем нам. Ладно. Должно пригодиться. Выдвигаемся.
По крайней мере, они не стали это применять против нас. Так, берем. Тут что? Унигель. Что у вас тут еще есть? А, не дает, слышь. Ой. Да ёб твою мать, а я опять нажала. Не туда, куда надо. Ладно. Так. Что это за штука? О, подожди. Я понял. Вот что надо использовать было. Капитан, это Найлус. Что-то движется. Вон за теми ящиками. Где? Погодите! Не надо, не стреляйте! Я такой же, как вы! Я человек! Ты кто? Тогда почему ты здесь рыщешь? Извините, я прятался от этих уродов! Я Пауэлл! Я видел, что случилось с этим турианцем! Его убил другой турианец! Рассказывай. Мне нужно знать, как погиб Найлус. Тот другой пришел сюда первым. Он ждал, пока появится ваш друг. А ваш друг называл его Сараном. Похоже, они были знакомы. Ваш друг расслабился, потерял бдительность. И Саран замочил его. Выстрелил ему в спину. Хорошо еще меня не заметил. Так, может, он видел маяк? Нам сказали, что в космопорт привезли протеанский маяк. Что с ним случилось? Он на другой платформе. Наверное, туда и направился этот Саран. Запрыгнул на грузовой поезд сразу после того, как прикончил вашего друга. Я знал, что от этого маяка одни неприятности. С тех пор, как мы его нашли, все пошло наперекосяк. Сначала этот корабль-носитель, потом нападение. Корабль, Они который убили мы всех. видели? Всех! Если бы я не спрятался, меня бы тоже кокнули! Так, давайте по очереди. Расскажи мне про атаку геттов. Все случилось очень быстро. Я видел, как приземлялся корабль, а потом все наводнили гетты. Их тут были тысячи. Наверное, они были на этом корабле-носителе. Они убивали всех. Тут была настоящая бойня. Можешь рассказать что-нибудь еще про маяк? Его привезли сюда сегодня утром. Надо все Мы повыспрашивать. погрузили его на поезд и отправили на другую станцию. Не могу поверить, что это было всего пару часов назад. Кажется, что прошла целая вечность. Так, а Расскажи корабль? мне про корабль-носитель, который ты видел. Я никогда не видел ничего похожего. Он был просто огромный. Приземлился около вон той платформы. Когда он спускался, здесь даже стемнело. Но он там, И да. еще он издавал Огромнейший. такой звук, который сверлит мозг. Он меня и разбудил. А атака началась через несколько минут. Нам Окей. нужно найти маяк, пока еще не поздно. Садитесь на грузовой поезд. То же самое сделал тот турианец. Мгм. Я не могу здесь оставаться. Я не могу на это смотреть. Че, он спать просто лег, что ли, обратно? Блять, жалко, конечно, друга нашего. Так. Давай-ка все обыщем. Где, блядь, с какой стороны? Блять, мать. Тебе сейчас так попаду. Че, опять что ли забуговался? Не самое подходящее время. Скотина, а? Так. Панацелин один. Отлично. Что у нас тут еще? Что-то еще лежит. Патроны. Какие-то крутые патроны. Так. Зашкурился-то, а? Так, тут что еще есть? Нет? Нету. Да ёп. Я сейчас немного занята. Да я отойти хотела просто.
Колесо умений. С помощью колеса умений можно использовать навыки и умения членов своего отряда. Ага. Позволяет осуществлять броски против... броски противников и предметов, используя... А, все, да? Блять, вот этот какой-то огромный. Ой-ой-ой-ой! Блять, что это было? А, все, да? Она все. Хреново. Но. Я просто никак не привыкну к тому, что тут типа кувырок, не кувырок, еще что-нибудь такое сделать. Надо щит этот пробивать. Все, да? А, да ладно, встала. Но. Пойдем. Так, к управлению тут надо попривыкать еще. Погоди, а туда нам... А, туда нам не пройти. А, ну нам туда и не надо. Все, отлично. Тогда окей. Тогда окей, ладно. Так, что-то тут... Это тут приныкали. Хера вас там. Заебете. Где еще? Что-то они туда все стреляют. Ага. Иди сюда. Ой-ой-ой. Ну-ка. Гаденыш. Ушел, а? А я только накинула бомбу ему эту. Так, они идут за нами. Все хорошо. Я и не поняла только, как отхилилась она. Возродилась, вернее. Активировать. Давай. Чух-чух. Вот он, гаденыш. Ставьте заряды. Уничтожьте всю колонию. Никто не должен узнать, что мы были здесь. Ну ты тваря. Что это такое было? Ага, теперь мы должны это все обезвредить. Эти бомбы. Я что сейчас будет очень весело. Бомбы! Наверное, их установили геты. Так. Быстро! Мы должны найти их все и обезвредить. Ага. Так, на миникарте показано. Ага, и 5 минут времени мне на это дается. Так. Ну-ка. Прикрывайте-ка меня. Я вижу бомбу. Еще я знаю, что он там засранец хочет вылезти.
смысле, а где? Ой-ой-ой-ой-ой. Да куда? Да, отлично. Так, давай-ка. Что-то как-то странно встал-то на обезвреживание, ну ладно. Ну, окей. По мне только не надо попадать. Ага, заныкался, да? Помехи. Что за помехи? Так, у меня один снаряд остался. Не самое Заряд, подходящее вернее. время. Я просто подняться хотела. Ну-ка. Ой-ой-ой. Подожди. Заколебал ты меня. А, блядь, как восстановиться? Так, обратно на винтовку. Так. Что-то мы взяли. Где этот заряд? Вот он. Но. Все, нормально. И у нас целых 2 минуты в запасе. Мы молодцы. Заряды обезврежены. Так, а там что есть? Нет, интересно. Хотя вряд ли. Пойдем. Наверное, отсюда. Места интереса. Вот эти тоже ребята не особо прикольные. Видишь, что делают? Так. Надо бы восстановиться, я считаю. Да ладно, ты все еще живешь? Как? Ага, место интереса, вот оно есть. Так, подожди. Какой-то ящик. Плюс еще какая-то броня. Так, ну, наверное, все. Пойдем. Слушай, а это тут маяк-то и есть. Ага. И что нам с ним делать? Чё, вызывай! Нормандия, маяк в безопасности. Это восхитительно. Действующая протеанская технология. Невероятно. Он так себя не вел, когда его только раскопали. Наверное, что-то его активировало. Вас возможно. поняли, Нормандия, ждем. Давай, подойди поближе. Ну вот что ты сделала? Лови! А, зато сам сюда попал. Не трогайте его! Слишком... Ты чё за психодел пошел? Серьезно, слома... А чё теперь это... Маяк в безопасности. Угу. Вот и вопрос, зачем было к нему подходить, когда есть какая-то инопланетная хрень, которую ты не понимаешь.
Конечно же, обязательно надо подойти к ней поближе, посмотреть. Мы Гениально. установили, что за корабль приземлился на Иден Прайм. А это Нормандия. Судно Альянса. Под командованием капитана Андерсона. Им удалось спасти колонию. А что маяк? Похоже, им воспользовался один из людей. А он хотел им воспользоваться, скорее всего, вот так вот. Этого человека нужно уничтожить. У нее такое невозмутимое лицо по типу... Ебать, вот это как-то... Я знаю, что пойдет на превью. Доктор Чаквас, по-моему, он просыпается. Мы волновались за вас, Шепард. Ебать, там все какие красивые, а? Что произошло? Как я тут оказался? Долго я был в отключке? Примерно 15 часов. Полагаю, это маяк так странно на вас повлиял. Это моя вина. Видимо, я активировала какое-то защитное поле, и вам пришлось бросаться мне на выручку. Так. Да ладно, давай поддержим. Вы не могли знать, что произойдет. Собственно, О, мы чуть-чуть даже не знаем, улыбнулась. в чем была причина, и, к сожалению, теперь уже и не выясним. Маяк Увы. взорвался. Может быть, перегрузка системы. От взрыва вы потеряли сознание. Мы с лейтенантом перенесли вас на корабль. Спасибо. Я ценю это. Спасибо, правда. Физически вы в полном порядке, но я обнаружила необычную активность мозга, аномальные бета-волны. Шапочку с фольги Также надевать я надо. отметила у вас больше быстрых движений глаз, обычных признаков интенсивного сновидения. Я не знаю, какие-то кошмары там были. Я видел... Не знаю, что точно я видел. Смерть. Разрушение. Все как-то нечетко. Что за звуки вот эти вот пошли? Надо будет включить это в рапорт. Возможно... О, капитан Андерсон. Как там ваш пациент, доктор? Все показатели в норме. С пациентом Думаю, с нормально капитаном все. Все будет в порядке. Рад это слышать. Шепард, мне нужно поговорить с вами. Наедине. Слушаюсь, капитан. Если понадоблюсь, я буду в кают-компании. Так, ну у нас плюс Похоже, член капитан, отряда. Вам порядком досталось при взрыве. Вы нормально себя чувствуете? А вот одного мы потеряли. Уильямс, это баба вот эта? Ну давайте. Я не люблю, когда мои солдаты погибают. Смерть Дженкинса не ваша вина. Вы все сделали правильно, Шепард. Так. О чем Вы сказали, поговорить? что хотите поговорить наедине, капитан. Не буду юлить, Шепард. Положение не из лучших. Найлус погиб. Маяк уничтожен. Геты начали вторжение. Совет захочет задать нам ряд вопросов. Нам нечего скрывать, я выполнял свою работу. Но будто будут вопросы. Я не сделал ничего дурного, капитан. Надеюсь, совет это поймет. Но мы, правда, мы ж ничего не сделали. Я поддержу вас и ваш рапорт, Шепард. С моей точки зрения, вы, черт возьми, герой. Но я здесь не поэтому. Дело в том другом турианце, Сарене. Сарен — Спектр и один из лучших. Живая легенда, все дела. Но если он связался с гетами, значит, он решил пойти своим путем. Спектр, отказавшийся подчиняться Совету, — это проблема. Сарен опасен, и он ненавидит людей. Еще и Маяк хотел спиздить. Он прилетел на Иден Прайм не потому, что ненавидит людей.
Вы правы. Сарен связался с гетами. Я не знаю как. Я не знаю почему. Но это точно имеет какое-то отношение к маяку. Вы были там перед тем, как маяк сам уничтожился. Видели что-нибудь? Какой-нибудь намек на то, что искал там Сарен? Видение, ну скажешь ты какой-то это... Я учитывая, что это инопланетная технология, которая помогла когда-то людям шагнуть там сколько лет на 200 вперед, сказали. Давайте попробуем. Я потерял сознание, но до этого у меня было видение. Видение? Видение чего? Вот хороший вопрос. Наверное, войны. Я видел синтетиков. Возможно, гетов. Они убивали. Жестоко, как мясники. Об этом нужно доложить совету, Шепард. А что мы им скажем, что нам привиделось? Что мы им скажем? Что мне приснился страшный сон? Неизвестно, что за информация хранилась в маяке. Протеанские технологии, а может чертежи какого-нибудь оружия массового поражения? Что бы это ни было, теперь оно у Сарена. Но я знаю Сарена. Я знаю его репутацию, его методы. Он считает, что люди – паразиты космоса. Это нападение было актом войны. Он знает секрет маяка. У него целая армия гетов. И он не остановится, пока не истребит все человечество. Мы не допустим этого. Я найду способ помешать ему. Чё он? Не так-то это просто. Он спектр. Летает куда хочет и делает, что хочет. Вот почему надо, чтобы совет был на нашей стороне. Разоблачим его. Ну, тяжеловато будет, учитывая, что, видите, его спектром называют. Я так понимаю, это очень важные такие шишки. Мы Ладно. докажем, что Сарен вышел из-под контроля, и совет лишит его статуса спектра. Я свяжусь с послом и постараюсь добиться аудиенции в совете. Надо будет с ним встретиться, как только доберемся до цитадели. Мы уже недалеко. Поднимайтесь на мостик, и пусть Джокер заводит корабль в док. Что ж, нас ждет большая война, я хочу сказать вам. Космическая, галактическая, я не знаю, какое слово тут подобрать. Но видите, здесь несколько раз. То есть, как роботы есть, которые носят название, так и вот эти существа. Я, честно, забыла, как они называются. Вот Сарен из того рода, Найлус, который погиб у нас. Это будет большой переворот. Но мне нравится эта игра. Пока что она мне нравится. Интересно, что будет по сюжету. Поэтому, если она и тебе понравилась, то ставь палец вверх, пиши коммент, знаешь эту игру или нет. Возможно, проходил кто-то из вас, и я думаю, что много фанатов найдется. Что ж, я желаю вам удачи и до скорой встречи. Пока-пока.